Сафора японская является деревом из семейства бобовых. Растение произрастает на Кавказе, Сахалине, в Средней Азии, Приморье, Крыму, Восточной Сибири и Преамурье. Для лечения чаще всего применяют семена, плоды, цветы и бутоны сафоры. Но иногда используются листья и побеги. В цветках имеется 5 видов флавоноидов. Это кемпферол, рутин, гинистеин, кверцетин и изорамнитин. Такой богатый состав делает сафору средством, обладающим массой лечебных свойств. Поэтому настойки, отвар и мази на основе данного растения нередко применяют при сахарном диабете и множестве других болезнях. Сафора японская при сахарном диабете ценна тем, что в ней содержатся кверцетин и рутин. Эти вещества применяют для лечения частичного осложнения хронической гипергликемии, ретинопатии. При таком заболевании поражаются сосуды глаз, что приводит к слепоте. Благодаря кверцетину растение оказывает ранозаживляющее действие, что также немаловажно для каждого диабетика, ведь сладкая среда является благоприятной для развития гнойных процессов и прочих проблем с кожей. Поэтому при экземах, трофических язвах, порезах и ожогах следует использовать настойку из плодов сафоры. Но стоит заметить, что плоды и бутоны не воздействуют на течение диабета любого типа, ведь они не оказывают сахаропонижающего эффекта. Однако они обладают массой других полезных свойств, благодаря которым можно купировать неприятные симптомы болезни и замедлять развитие осложнений. Более того, применение сафоры при диабете способствует восстановлению эластичности сосудов, снижая их ломкость. Также ее активные компоненты устраняют холестериновые бляшки и нормализуют метаболические процессы. К тому же регулярный прием средств на основе этого растения способствует укреплению сердца, снижает вероятность появления аллергических реакций, повышает иммунитет и нормализует уровень артериального давления. Препараты на основе сафоры назначают для профилактики инфарктов и инсультов, которые у диабетиков случаются чаще, чем у здоровых людей. Благодаря гипогликемическому действию растение показано при диабетическом атеросклерозе, которому сопутствует онемение конечностей, что при отсутствии терапии заканчивается гангреной. Если форма болезни легкая, тогда допускается применение сафоры в виде моносредства в качестве диетической добавки. При средней и тяжелой форме диабета сафору используют в сочетании с лекарственными противодиабетическими средствами. У многих пациентов с хронической гипергликемией часто нарушена работа ЖКТ, поэтому им будет полезно принимать отвары и настой из растения, особенно в случае гастрита и язвы и при болезнях поджелудочной железы. При импотенции и гипотонии цветки и бутоны целебного дерева используют как биостимуляторы. Так, благодаря обширному лечебному действию, помимо диабета, растение эффективно при ряде других заболеваний, являющихся осложнением хронической гипергликемии. От диабета второго типа помогает спиртовая настойка. Для ее приготовления необходимо подготовить плоды, которые лучше собирать в конце сентября в ясный и недождливый день. Далее бобы промывают охлажденной кипяченой водой и просушивают. Когда плоды высохнут, их надо разрезать нержавеющими ножницами и поместить в 3-литровый бутыль. Затем все заливают спиртом 56% с расчетом литр этанола на 1 кг сырья. Для проведения 2 курсов лечения 1 год достаточно 1 кг сафоры. Причем банку с лекарством следует хранить в темном месте 12 дней, периодически помешивая ее содержимое. Когда средство настоится, оно приобретает коричнево-зеленый цвет, после чего его фильтруют. Настойку принимают до 4 раз в день после еды, заедая ломтиком лимона. Начальная доза 10 капель, с каждым разом она увеличивается на 1 каплю, доводя до максимального количества 1 чайной ложки. В такой дозировке лекарство пьют в течение 24 дней. Такие курсы лечения следует проводить дважды в год, осенью и весной, на протяжении 3 лет. Только на 2-й год можно увеличить дозу до 1 десертной ложки. Также существует другой рецепт применения сафоры при диабете. 250 мл самогона смешивают с 2-3 плодами. Настойку хранят 14 дней в темном месте и фильтруют. Средство принимают до еды по 1 чайной ложке 3 раза в день, все запивая водой. Примечательно, что для приготовления лекарства необходимо использовать именно самогон, так как в нем содержатся сивушные масла. Кроме того, он обладает сахароснижающим действием. Продолжительность терапии – 90 дней. За этот период восстанавливается нормальная работа метаболических процессов, благодаря чему человек, имеющий проблемы с лишним весом, худеет.
Еще при диабете готовят настойку из сафоры на водке. Для этого бутылку из стекла заполняют свежими плодами растения на 2/3 части и заливают все спиртом. Средство настаивают 21 день и принимают натощак по 1 столовой ложке. При диабете и злокачественных образованиях 150 грамм плодов сафоры измельчают в порошок и заливают водкой 700 мл. Средство настаивают 7 дней в темном месте, фильтруют и принимают 2 раза в день по 1 чайной ложке. Для укрепления иммунитета, нормализации давления, снятия воспаления и улучшения общего самочувствия цветы и бобы растения 2 столовые ложки измельчают, заливают 0,5 литра кипятка, ставят на огонь на 5 минут. Затем лекарство настаивают 1 час и фильтруют. Отвар принимают 3 раза в день по 150 мл. Для восстановления функционирования поджелудочной железы 200 граммов измельченных бобов помещают в мешочек, сделанный из марли. Затем готовят смесь из сметаны 1 столовая ложка, сахара 1 стакан и молочной сыворотки 3 литра, которую заливают в бутыль, а после туда помещают мешок. Средство ставят в теплое место на 10 дней. Когда лекарство настоится, его принимают 3 раза в день по 100 грамм до еды. Стоит заметить, что японская сафора противопоказана в первые 3 месяца беременности. Ведь в ее составе есть рутин, стимулирующий мышечный тонус, что может привести к выкидышу или осложненным родам при сахарном диабете. Также плоды и цветки растения противопоказаны при печёночной и почечной недостаточности. Кроме того, в процессе лечения важно соблюдать дозировку, режим и длительность приема. В противном случае может произойти отравление организма, что негативно отразится на работе ЖКТ. Более того, средства на основе сафоры не рекомендовано пить при повышенной свертываемости крови.